Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас на новой лекции канала «Жизнь после жизни есть, я знаю», который посвящен доказательствам жизни после смерти и устройству потустороннего мира, куда каждый из нас попадает по завершении своего земного пути, где и воссоединяется с ранее усопшими родными и любимыми и продолжает бесконечное путешествие по нашей прекрасной и удивительной Вселенной. Дополнительную интересную и полезную информацию за пределами лекций, ответы на ваши вопросы о жизни после смерти, мини-влоги о моей жизни и даже приятное и позитивное общение в чате вы найдете в нашем телеграм-канале. Ссылка на него в описании видео и на экране. Добро пожаловать! Сегодня мы разберем часто задаваемый горюющими и скорбящими людьми, потерявшими своих родных и любимых, вопрос о том, что ими замечена неприятная тенденция снижения количества и интенсивности знаков и посланий с того света, и означает ли это, что умершие забывают живущих с течением времени, вплоть до полного забвения и дальнейшего равнодушия. Приступим. Те счастливчики, кто после ухода своих родных и любимых на тот свет смогли установить с ними тот или иной вид паранормальной связи, во сне или наяву, испытать какую-либо посмертную коммуникацию или увидеть материализацию, часто замечают, что с течением времени интенсивность таких коммуникаций ослабевает. Знаки, послания и сигналы с того света как будто бы начинают приходить реже. Это логично вызывает беспокойство. Неужели усопшие отдаляются от нас, забывают, в итоге забудут совсем и никакой встречи после завершения нашей земной жизни не будет? Далее за этим следуют уже совсем печальные расстройства и смятения. Зря мы что ли ждем, зря надеемся, зря тратим время, силы и энергию на то, чего не будет. К этому еще и некоторые так называемые просветленные и гуру от эзотерики выдумывают разнообразные страшилки о распаде тонких эфирных тел после смерти физического тела и полной утрате личностью памяти о ее оставшихся жить близких. Все это вкупе приводит к новым и новым рецидивам горя оставшихся и закрывает им возможность для нормальной, деятельной жизни, полной света, радости и любви. Обратите внимание, всего лишь одно сомнение, базирующееся на отсутствии знаний, способно полностью отравить существование и превратить его в перманентный кошмар. Вот почему так важно контролировать наши страхи и беспокойства и рассеивать их знаниями, вместо погружения в бесконечные домыслы и измышления. Что ж, я тоже обнаружил эту закономерность и рассказал о ней в нашей книге «Жизнь после жизни есть, я знаю. Путешествие скептиков в потусторонний мир». Вот как это было. В первые полгода после переезда моей самой родной и близкой души, уже знакомого постоянным зрителям канала Дани, в духовный мир, сигналы и послания от него шли почти безостановочно, иногда по несколько раз в день. Он оставлял знаки в физическом мире, являлся во снах, настойчиво отправлял мысли в мое сознание и убеждал меня в том, что он жив телепатически. Затем прошло какое-то время, и частота коммуникаций плавно, но уверенно стала снижаться. Не буду лукавить, в тот момент я тоже испытал логичное беспокойство, что этот процесс будет продолжаться, и в итоге все наши встречи сойдут на нет. Однако, вместо погружения в эти страхи я, как обычно, поинтересовался, открыл книги и получил оттуда информацию о том, что происходящее нормально, и в итоге все будет хорошо. И действительно, в какой-то момент частота послания от Дани снизилась до уровня один контакт в несколько дней, в редких случаях недель, и зафиксировалась на нем. До сих пор мы регулярно видимся, и я получаю от него те или иные послания, информацию, подсказки о том, как действовать в той или иной ситуации и так далее.
И я абсолютно уверен, что это не изменится. А когда придет мой час покидать вещественный мир, в тот же самый момент мы встретимся в мире духовном и продолжим наши увлекательные совместные приключения и дела. Таким образом, я на личном опыте увидел, что связь с тем светом не то чтобы ослабевает, она просто принимает нормальную интенсивность по завершении этапа острого горя, когда оставшийся жить на Земле человек нуждается в большей поддержке. В принципе, если задуматься, то ничего удивительного или необычного в этом нет. Наоборот, это вполне логично. Обратите внимание, что вы делаете, когда кто-то из ваших родных или близких попадает в неприятную ситуацию, становится жертвой трагедии и тому подобного. Вы проводите с ним больше времени, чаще звоните, встречаетесь, пытаетесь помочь в большем объеме, нежели обычно. Затем все приходит в норму, и мы возвращаемся к привычной интенсивности встреч и взаимоотношений. Поэтому ничего удивительного и в том, что усопшие со временем выходят на обычный, привычный уровень взаимодействия с нами, нет. Чем дальше от нас травматичное событие, тем меньше необходимости быть рядом с нами 24/7. И это нормально. Кроме того, на том свете есть масса интересных занятий и работы. Никто не сидит там без дела. Работа на той стороне выбирается не по принуждению, а по интересу, талантам, склонностям и желаниям. Ведь в загробном мире уже нет необходимости зарабатывать деньги для выживания. Разумеется, переехавшие на тот свет люди увлечены своей новой жизнью, новой деятельностью, изучением нового для них мира, полного разнообразных красот, возможностей, и уделяют время живущим в зависимости от разумной необходимости. Кроме того, они-то уже точно знают, что разлука не навсегда, и день счастливой встречи непременно настанет. Да и согласитесь, по большей части все уже сказано. Факт выживания после смерти биологического тела сообщен. Что никто не умер и все в порядке, тоже рассказано. Добавить особо нечего. Каждый день спамить одной и той же информацией – сомнительное и бессмысленное занятие. Остается только радостно ожидать грядущего воссоединения и периодически отправлять нам своеобразные смски и электронные письма с того света о том, что жизнь прекрасна, и получать на них наши ответы. Но есть здесь и еще один важный момент. Живущим тоже неплохо бы отказаться от желания, чтобы с ними сюсюкались и водили за ручку каждое мгновение их жизни. В конце концов, это же не детский сад, а мы не его обитатели. Никто, даже самые наши родные и близкие люди, не обязан возиться с нами бесконечно, как с малыми детьми. Нам следует очиститься от инфантилизма, проявить ответственность, поработать над собой, получить комплексные и системные знания, научиться доверять себе и своим усопшим родным и любимым, избавиться от сомнений и необходимости получать подтверждение продолжения их существования каждый день, каждый час или каждую минуту, то есть от очередной зависимости. А зависимости, как известно, никогда не представляют собой чего-то хорошего и полезного. Именно таковые твердые и крепкие знания и приводят в итоге к установлению режима спокойствия, уверенности в грядущей встрече и радостному ее ожиданию вместе с продолжением достижения собственных целей и прекрасной жизни. Примечательно, что закономерность снижения интенсивности потусторонней связи подтвердил в своих ощущениях и практическом опыте не только я. Это сделали и многие другие исследователи потустороннего мира. Почти все они в результате пришли к одинаковым выводам. Так, например, профессор Всеволод Михайлович Запорожец, автор невероятной книги «Контуры мироздания», в которой описывается научный метод доказывания жизни после смерти, также озаботился этим вопросом и собирал точную статистику на протяжении 6 лет контактов с разными развоплощенными духами, включая дух его любимой жены Валентины. Цифры и графики, которые можно найти в упомянутой книге,
наглядно показывают, что связь между мирами, очень интенсивная в начальный период временной разлуки, порожденной смертью, действительно со временем снижает свою интенсивность, но затем принимает стабильное состояние, чтобы не прекратиться уже никогда. Если вы получаете послание с того света, если вы установили связь со своими ушедшими туда любимыми и заметили, что ее интенсивность со временем начала снижаться, не волнуйтесь. Никто никого не забыл и никогда не забудет. Любовь – это неразрушимое ни временем, ни пространством, ни разными воплощениями, ни духовными уровнями, ни количеством измерений и ничем иным связь. Она никогда не перестает и обязательно снова соединит вас однажды, несмотря ни на какие препятствия. На сегодня это все, дорогие друзья. Не забудьте про наш Телеграм. Там интересные публикации и приятное общение с единомышленниками продолжаются постоянно, круглосуточно, без обеда и выходных. Встречаемся на новой лекции здесь же, на нашем канале. А пока всего вам самого лучшего, волшебного и замечательного.